И всем привет, с вами Автомыш, и сегодня я решила снять такое разговорное видео, ответить на вопросы, которые мне многие задавали, и просто поделиться с вами информацией, своими мыслями о машинах и будущем. Первый вопрос, который многих интересовал, почему я выбрала первую машину именно Приору. Но изначально, на самом деле, я не думала брать Приору. Вау! То есть у меня было всего 100 тысяч, и, естественно, я думала, что я возьму АвтоВАЗ. Потому что для первой машины мне казалось это более разумно, потому что я куда-нибудь въеду, что-нибудь сломаю, и дешевле это все будет починить. Так вот, и первые машины, которые я рассматриваю, это были тринашки, четырки. Но больше, конечно, тринашку, потому что мне очень нравилась тринашка из того, что она двухдверная. И мне казалось, что я буду самой классной на районе. Вот. Потом моей другой такой идеей было купить Жигули. Жигули, да. То есть для первой машины я хотела взять Жигули. Но меня остановило то, что я слабая и не могу крутить руль. Вот. Но была еще более тупая идея поставить туда ГУР от Нивы. Вроде как. Не помню, у меня было много тупых идей, но это была одна из самых тупых. Вот. Да и во всяком случае хотелось ездить более комфортно, наверное. Но Жигули мне до сих пор нравятся, до сих пор хочу Жигули. Хотя бы на зиму. Но в итоге случилось так, что бюджет мне повысили от 100 тысяч до 200. И тут уже как бы более глобальные планы, более глобальные варианты. На самом деле не особо. Но было выбора хотя бы чуть-чуть побольше. И тут я начала думать, а может быть иномарку? И я рассматривала такие машины, как Акцент, Спектра, Эклипс. Старая Селика, Mazda 323. Ну, то есть такие прям... Ну, последний вариант это прям, купить и жить с ней до конца жизни. И в итоге в моем окружении было очень много парней на Приорах. И вроде как я такая присмотрелась. Ну, выглядит так-то ничего так. Вот. И подумала, а почему бы и не Приора? И начала я искать Приоры. И, честно говоря, уже на то время состояние их было вообще не особо. И первый мой запрос к Приоре был это климат-контроль, электроусилитель. Что-то еще я прям так хотела. И что вот я прям вот без этого не хотела Приору. Но, по-моему, основном это был климат-контроль. Климат-контроль, да. Потому что я думала, что если я буду ездить летом, я умру от душноты. Ну, по сути, я так и езжу. За время выбора машины мы съездили в Ломов. Кстати, еще я рассматривала Калину, потому что изначально мы вообще брали с мамой одну машину на двоих. В итоге случилось так, что я взяла машину себе. Вот. Позже мама купила себе машину отдельно. Не дала ее никому, начала ее холить или леять. И взяла ту машину, которую мама не хотела, то есть Приору. Потому что мама категорически была против Приоры и хотела Калину. А я была категорически против Калины, потому что я училась на ней в автошколе, она мне не нравилась, и она выглядит как обмылок. Извините, владельцы Калин, но вот первые Калины это были прям, не очень. И мы сошлись с мамой на том, что мы ищем вообще тогда Калину Спорт. Вот. На самом деле, я сейчас понимаю то, что в Калине Спорт от спорта ничего нету, кроме цветов классных. Желтую хотел красить, вот такую. Но не суть. На самом деле, я их и не нашла. И мы поехали смотреть одну Калину в Ломове, черную. Выглядела она прям целая такая, без ржавчины. И меня начало это напрягать. Мы поездили на ней, и вроде как и передачки втыкаются без нареканий. Все хорошо. Вот. Продавал ее нам полицейский, потому что у него фуражка лежала. И оказалось, что эта машина была перевертышем. Вот так и покупай машины. Вот смотришь, вроде нормальная машина, а оказалась перевертышем. Вот. Считай, это был первый опыт, мой выбор машины, которую я съездила и посмотрела, а она оказалась перевертышем. И после этого я вообще не смотрела Калины и смотрела только Приора, потому что я маму уломала, сказала, что, мам, ты чё, Приора, она намного лучше, она качественней.
И мы смотрели приоры. В итоге я не так много посмотрела машин. Я глянула машины 4 из приор. И изначально я вообще хотела белую. Просто белую. А потом мне было вообще уже без разницы, какого она цвета, лишь бы она была целая. Потому что мы вот смотрели те, которые с климат-контролем, такие, типа, новые. 14-й год какой-нибудь там, 12-й, ну, на тот момент, я думаю, это новое. И они все были ржавые, убитые. Кузов просто был в нечто. И передачи включались как-то не очень. И тут я встретила свою машину. И думала, это оно. Сказала бы я себе, это оно потом, спустя 3 месяца владения ей. Потому что изначально я не поняла всю суть проблемы. Я 3 месяца не ездила за рулем, потому что я очень сильно боялась. И, считай, все лето у меня машина стояла. Потом мне надо было ехать в колледж. Я такая думаю, ну, общественный транспорт это не мое. 1 раз там съездила. И поехала на машине. И тут пошло-поехало. Я поменяла, мне кажется, в ней все. Тормоза, ГРМ, сцепление, подвеску полностью перебрала, но это уже... Да нет. Нет, нифига. Это тоже вынужденное было, потому что у меня лопнула пружина, причем посередине. Я поменяла сначала пружины, а стойки у меня уже вытекли. Я думаю, ну и что их менять? Плюс еще и заниженные пружины поставила, они вытекли еще больше. И так я проездила, наверное, год. А потом я такая подумала, а что бы не купить себе подвеску? В один день прошла и просто купила себе подвеску в круг. Вот такая вот я спонтанная женщина. Что мы еще меняли в Приоре? А, самое главное, коробка. Да, мы поменяли коробку в Приоре, и я расскажу вам секрет о своей Приоре. Там стоит не приорочная коробка, а десятки. Да. И поэтому, когда я заезжаю со своим парнем, у которого точно такая же приора, только полторашка, и, ну, на приорочной коробке, я проигрываю, потому что передаточные числа немножко иные. Потом я обнаружила, что у нее был забит катализатор, и моим лучшим вложением было, наверное, в эту машину, это прямоток Stinger трасса 421. Это просто великолепно, потому что, когда был забит катализатор, она ела 12 литров в овощном режиме. А потом она начала есть типа 8-9, и такая думаю, вау, ничего себе. А сейчас я думаю, что, ну, 9 литров это много, и вообще она сейчас ест 10, потому что, ну, наверное, надо поаккуратнее ездить. Но я думаю, это она виновата, а не я. Но, в общем и целом, в Приору было вложено около 100 тысяч. Даже, наверное, больше, потому что и колеса, и диски, и масло, которое она съела в миллиардах просто количествах. Она, мне кажется, только ими питалась. И вот совсем недавно я выложила вот это видео. Да, это видео о том, как я продаю Приору. На самом деле посыл был такой, то, что когда-нибудь мне придется все-таки продать Приору. И это все фотошопленные картинки, потому что там написано Саранск. И все такие, ты что, продаешь Приору? Ты уже продала Приору? А за сколько продаешь Приору? И в этот момент я такая, да нет, я как бы ее не продаю. Но начала уже задумываться об этом. Все-таки надо как бы двигаться дальше. Я же не могу ездить все время на Приоре. Хотя, мне кажется, если я буду продавать ее, я буду реветь. Прям взахлеб. Потому что я безумно ее люблю. Вложено очень много денег, очень много сил, терпения, любви. У нас было очень много приключений. Все-таки первая машина это всегда очень как бы трепетно, все так. Все для нее, последние деньги, последние копеечки. И сейчас я вот подумываю о том, что если я до лета накоплю нормальную сумму, то Приору я продаю и покупаю что-то другое. И посыпались вопросы, что именно я сейчас рассматриваю. И тут у нас пошла война народов. Немцы или японцы, потому что вроде как BMW меня привлекала всегда, потому что, ну, из всех немецких марок я всегда смотрела только на BMW. Мне очень нравилось то, что у них всегда такой стиль, который зафиксирован. То есть вот эти вот 2 ноздри и вот эти ангельские глазки у BMW. Но мы, конечно, не обсуждаем новые BMW, потому что, ну, там стиль потерян. Также из Вага мне очень... Вага. Уже спалилась. Также мне очень нравится Audi. То есть
В Audi тоже ничего лишнего. Она выглядит красиво, но очень дорого. Очень дорогие расходники, очень дорогая кузовня. И вообще все очень дорого и замудрено. Или же японцы. Вот эти вот со слепыми фарами. Купешечки яркие. И тут я начала рассматривать такие, как Тибурон, который уже рестайлинг 2007 года. Селика, как самая старая со слепыми фарами, так и 2007 года, она считается предпоследней вроде как. Но машинки тоже достаточно специфичные. Из BMW сейчас смотрю E36, E46, потому что их внешне меня привлекает больше всего. Я бы, конечно, посмотрела еще постарше, но я думаю, моих сил починить ее не хватит. И то есть получилось так, что я хочу какую-то более интересную машину, но, естественно, это будет требовать очень много вложений, очень много сил, и все-таки в силу возраста они будут ломаться, что им вполне нормально. И я не знаю, логично ли менять свою машину, которая 2011 года, на ту машину, которая старше ее на лет 10. И причем я не рассматриваю ни Рио, ни Солярис, ни Поло, потому что эти машины меня не привлекают вообще ничем. Потому что это такие машины, то что-то кредитные, которые ездят по нашим дорогам примерно всегда. Вот. И то есть я прям лезу в такие машины, вот машина-проблема. То есть я рассматривала такие, как Цивик, Аккорд. Но все упирается в то, что все ломается, все старое. Ломается, потому что старое. Так что Приору я пока что не продаю. Вот. Но уже задумываюсь о том, что пора двигаться дальше. А куда дальше, я пока еще не определилась, потому что я не знаю, какую сумму я накоплю, это раз. Что я все-таки выберу, это два. И, возможно, в конце января я поеду в Москву, и там мне моя теперь уже подруга, можно сказать так, покажет все машины, которые мне нравятся, чтобы я на них покаталась, такой краш-тест, и определилась, что я хочу. Вот. А я обязательно вам потом покажу, что это за подруга, что это за машины, если это состоится. Я очень надеюсь, что это состоится. Так что вот, в общем-то, моя история о том, как я выбрала машину и что я сейчас думаю насчет смены машины. И, не знаю, очень смешанное чувство того, что вроде как бы я собираюсь двигаться дальше, у меня есть возможность, а вроде как я так очень сильно люблю свою Приору, но консервировать ее — это такая тупость. И более тупая идея — просто забить и купить себе Жигули на зиму. Вот. Так что поделилась с вами своими эмоциями, своими мыслями. Так что с вами была Автомыш. На этом мы, наверное, и закончим, потому что я очень долго уже говорю. Наверное, вам уже не интересно. Я вас всех очень сильно люблю. Пишите мне в Инстаграм, что вы думаете о тех тачках, которые я рассматриваю. До новых встреч, до новых видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на все мои платформы. Всех люблю, всем пока! Пока!